Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу стильную сумочку всего из одного мотка трикотажной пряжи. Я использую трикотажную пряжу Бисквит. Это 100% хлопок. В 330 граммах 100 метров. Цвет моей нити курага, очень насыщенный и яркий оттенок. Я использую фурнитуру, которая представляет собой верхнюю часть изделия плюс ручки. За счет этого сумочка будет достаточно вместительная и очень удобная. Также я буду пользоваться крючками. Вязать пряжу буду крючком 6,5 мм, а дополнительно использовать крючок 3,5 мм. Головка вспомогательного крючка должна хорошо проходить в отверстие по фурнитуре. Также я приготовила сантиметр. На каждом этапе озвучиваю количество рядов, петель и размеры моего изделия в сантиметрах. И ножницы. У меня фурнитура в двух цветах. Я остановлюсь на более контрастном сочетании черного и оранжевого. Вы можете выбрать более пастельный цвет. Он отлично будет сочетаться с коричневым оттенком фурнитуры. Все необходимые ссылки оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Для того, чтобы трикотажная нить ровно и аккуратно поступала в полотно, не перекручивалась, подматываю клубок на опоре на необходимую длину нити и отставляю в сторону. Далее беру нить с небольшим запасом, у меня это около 1,5 метров. Этот запас потребуется для соединения рядов. Набрасываю нить на крючок, так что запас нити перед работой, а нить от клубка за работой. Подхватываю нить от клубка и формирую первую петлю. Мне нужна цепочка из воздушных петель. Набор петель на этом этапе будет отвечать за размеры сумочки в том числе. Мне потребуется 7 воздушных петель. При вязании контролирую подачу нити на пальце левой руки. Она должна быть все время скруткой, швом нити вверх. Тогда в полотно вязания она будет поступать лицевой стороной. На данном этапе я зафиксировала запас нити, пока он нам не потребуется. Набрала 7 воздушных петель. Первую точку я пропускаю. Таким образом у меня остается 6 точек для провязывания. Переворачиваю косичку из воздушных петель. Крючок буду вставлять в заднюю перемычку. Еще раз внимательно. Первую точку пропускаю. Эта петля уходит на петлю подъема. Вставляю крючок в заднюю перемычку и провязываю столбик без накида. Обращаю ваше внимание, лицевая гладь нити оказывается на лицевой части изделия. Слежу за подачей нити и провязываю 6 столбиков до конца ряда. Пятый и последний, 6-й. Донышко изделия вяжется рядами туда-обратно. На этом этапе я провязываю воздушную петлю для подъема на следующий ряд. Переворачиваю вязание и обратный ряд крючок вставляю за обе дужки кромочной косы. Обращаю ваше внимание, что петлю подъема я пропускаю и провязываю столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Их точно так же 6. На протяжении вязания донышка количество петель в ряд у меня не меняется. 6 петель. Петля подъема, переворачиваю и повторяю то же самое. Мне потребуется 19 рядов. У меня провязано 19 рядов, размеры донышка 24 сантиметра на 7 сантиметров по короткой стороне.
Полупериметр заготовки 29-30 сантиметров. Полупериметр полностью соответствует размерам моей фурнитуры. От одного края до другого точно так же 29-30 сантиметров. Здесь я ориентируюсь только на сантиметры. Итак, в последней точке 19 ряда у меня провязан столбик. Сюда я добавляю еще 2 столбика. То есть на повороте получится 3 столбика. И далее буду вставлять крючок напротив каждого ряда один раз и провязывать столбик без накида. Контролирую подачу нити и по одному столбику напротив каждого ряда вставляю достаточно глубоко, чтобы было крепко, изделие будет плотным и прекрасно будет держать форму. Сейчас двигаюсь к этому углу. Здесь в угловой точке я точно так же в одну точку провязываю 3 столбика. Первый, второй и третий. Под эти столбики прячется узелок начала вязания, и эту нить для соединения рядов я сейчас ввязываю в ряд обвязки, для того, чтобы привести ее в эту точку. Нить идет по ходу ряда. И продолжаю в каждую точку по этой стороне за обе дужки кромочной косы вставлять крючок и провязывать столбик без накида. В этой точке точно так же провязываю 3 столбика в одну точку и двигаюсь в начало ряда. У меня остается последняя точка ряда, в нее мне нужно провязать 2 столбика, так как третий столбик начинал этот ряд обвязки, вот он. Я вставляю крючок в эту точку, первый столбик, снова туда же, второй столбик, но провязываю его не до конца. Завершить столбик мне нужно будет с запасом нити, но при этом рабочую нить мне нужно перевести на эту сторону. То есть я ее фиксирую сюда и завершаю ряд с помощью запаса нити, вытягиваю его полностью. Здесь фиксирую рабочую нить и увожу запас в первую кромочную косу наизнанку. Вот так это выглядит. Теперь возвращаю в исходную точку, чтобы закольцевать соединение. Здесь крючок проходит, подхватывает, и нить уводится наизнанку. Здесь можно ее немножко закрепить, чтобы было поплотнее. Подтягиваю рабочую нить. Вот так вот аккуратно все смотрится. Теперь переворачиваю вязание. Это будет изнаночная часть изделия. И с помощью рабочей нити, которую уже отправила на противоположную сторону, вставляю крючок за обе дужки и провязываю столбик без накида. Нить для соединения рядов остается в стороне. Я продолжаю вязать обратный ряд столбиками без накида в обратном направлении. Во втором ряду стенок я не делаю добавлений. У меня сейчас 54 петли в круг. Они будут сохраняться на протяжении вязания всех стенок изделия. Ряд за рядом 54 петли и 54 столбика. Ни добавлений, ни убавлений я не делаю. У меня остается последняя точка второго ряда. Здесь нить соединения под кромочными петлями я уведу наизнанку. Пусть она будет с этой стороны. И с помощью рабочей нити я формирую последний столбик. Вот она, последняя точка. Вытягиваю столбик, не провязываю его рабочей нитью. Рабочую нить перекидываю на эту сторону. А с помощью запаса нити делаю соединение. Вытягиваю, и вот она, первая кромочная коса, не перепутать с высотой столбика.
увожу нить сюда, хорошенько притягиваю первый и последний столбик друг к другу и возвращаю нить в исходную точку. Она остается снова здесь на изнанке. Здесь уже точно определилось, что это внутренняя часть моего изделия. Каждый раз нить соединения оставляю на изнанке. Внутри сумочки стенки повернутся вверх, вот таким образом, и этот запас нити пусть находится здесь. Я переворачиваю вязание. Рабочая нить у меня уже с изнаночной стороны. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю первый столбик третьего ряда. Двигаюсь в обратном направлении. Напоминаю, у меня 54 столбика в каждом ряду. Соединяю ряды по аналогии. С помощью этого запаса навязываю глубину изделия. У меня заканчивается 11 ряд стенок. Глубина изделия на этом этапе 13-14 сантиметров. Здесь последняя петля, я уже укоротила нить, нити осталось только на обвязку по фурнитуре. Обращаю ваше внимание, что объем фурнитуры полностью совпадает с объемом изделия, несмотря на количество отверстий. Здесь у меня 54 петли и 58 отверстий по фурнитуре, то есть 4 точки по фурнитуре мне нужно будет скорректировать. Я провязываю последний столбик в последнюю точку и полностью вытягиваю нить. С помощью этой нити, уже укороченной, делаю соединение рядов. Возвращаю в исходную точку, на изнанку прячу оба края. Убираю в сторону основную деталь и перехожу к подготовке фурнитуры. Здесь можно в любую точку. У меня есть шов. Во вторую точку от шва я перешла на крючок 3,5 мм. Вставляю крючок, подхватываю нить и формирую первую петлю. Здесь точно так же контролирую подачу нити. Не вяжу слишком туго, наоборот, свободно, чтобы размеры петель соответствовали, несмотря на то, что здесь крючок гораздо тоньше. Далее следующая точка, подхватываю и формирую столбик. Так, точка за точкой, в каждое отверстие провязываю один столбик по кругу. У меня остается последняя точка, вставляю в нее крючок, вытягиваю рабочую нить, а завершаю уже краем начала. Протягиваю край полностью и с помощью него делаю соединение. Притягиваю первый столбик к последнему. Здесь возвращаю нить в исходную точку. У меня достаточно короткий край, поэтому здесь я закреплюсь с помощью иголки и ниток. Эту нить не укорачиваю, она мне сейчас потребуется для того, чтобы пришить две детали изделия. Здесь у меня было соединение рядов, и вот относительно этого соединения я уже наметку сделала, чтобы у меня вписалось изделие по крайним боковым точкам и по крайним боковым точкам фурнитуры. Равняю. Здесь я буду подхватывать с помощью крючка 6,5 мм полупетлю. И с этой стороны, соответственно, тоже полупетлю. С помощью той нити, которая у меня осталась, рабочая от мотка, вытягиваю петлю. Следующая точка здесь и, соответственно, здесь полупетля. Вытягиваю и соединительная. Далее точка за точкой провязываю соединительные, но напоминаю, что количество петель у меня разное. Здесь у меня 54 петли, здесь 58, поэтому в 4 точках по верхней части мне нужно будет пропустить. Делаю я это следующим образом. Вставляю крючок по верхней точке, по нижней соединительная. А вот следующую точку пропускаю и вставляю через одну. Здесь по нижней части не пропускаю ни одной точки.
И таким образом у меня получается, что на одну точку я уже скорректировалась. Вот примерно точно так же в 4 равноудаленных сделаю так здесь, здесь и соответственно здесь, чтобы они были равномерно распределены по размеру моего изделия. Продолжаю соединительными пришивать одну деталь к другой. И здесь снова в этой области то же самое. Пропускаю по верхней части звено, в следующее звено вставляю крючок, по нижней части не пропускаю звена. Вставляю крючок за заднюю полупетлю. Здесь задняя полупетля и здесь задняя полупетля. Продолжаю соединительными. Мне осталось скорректировать всего 2 точки по противоположной стороне. Здесь у меня остаются последние точки, и их количество совпадает за счет корректировки. Вытягиваю нить, там осталось совсем немного. Я уложилась ровно в один моток пряжи и делаю соединение с первым звеном. Ввожу крючок под обе дужки, увожу нить туда. И далее возвращаю в исходную точку, на изнанку, где можно спрятать. Сюда можно добавить подкладку и плечевой ремень. Сумка получилась очень стильная, вместительная и яркая. Итоговые размеры изделия: ширина 28-29 сантиметров по размерам фурнитуры, общая глубина 19 сантиметров. Ну, соответственно, донышко по размерам донышка 23 сантиметра на исходных 7 сантиметров. Еще раз повторюсь, мне потребовался всего один моток пряжи. Я добавила плечевой ремень, он придает функциональности и удобства. В любой момент можно спрятать его, и это снова мини-сумка-корзина. Напоминаю, все необходимое оставляю для вас в описании под этим роликом. Сумочка получилась всего за 2 часа. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!